Привет, интернет! Спасибо, что не прошли мимо и кликнули на это видео. Если вы смотрите меня без подписки, позвольте представиться, я Таня. 3,5 года живу во французском Лионе и все это время делюсь впечатлениями здесь, на канале «Лион для тебя». Если тема жизни во Франции вам интересна, не стесняйтесь, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Разговор у нас сегодня с вами будет большой и сложный. Если честно, эту тему я хотела придержать до Хэллоуина, но потом передумала, потому что наш сегодняшний разговор не пустая страшилка, а действительно большое и интересное философское размышление. Сразу оговорюсь, друзья, я уважаю ваши взгляды, ваши чувства, в том числе религиозные, ваши личные отношения к тем или иным вопросам. Поэтому я заранее прошу вас воздержаться от просмотра этого ролика, если тема смерти и кладбищ по каким-либо причинам вам неприятна и не близка. Лично моя позиция такова. Кладбище, безусловно, место упокоения усопших. Но, на мой взгляд, его роль в культурном и религиозном контексте гораздо сложнее. Это не просто место скорби по ушедшим. Это место для сложных философских прогулок, архитектурных открытий. Это место памяти и нематериального наследия человечества. Скульптуры, гравюры, даже планировка кладбища дают нам возможность узнать о событиях прошлого и поразмышлять о будущем. Для меня на кладбище гораздо больше жизни, чем смерти. Если все, что я сейчас говорю, кажется вам ересью, я вас не осуждаю. Вы имеете право так думать. Но замечу, что я не одна так думаю, нас оказывается много. В Норвегии в 2014-2017 годах было проведено исследование, которое показало, что кладбища в Осло активно используются горожанами для отдыха и воспринимаются как парковые пространства. Похожие выводы были сделаны в русском исследовании, в центре которого оказалось одно из старейших кладбищ Москвы – Введенское. Благодаря большому количеству памятных захоронений оно является местом экскурсий, ориентированных на искусство и историю, а еще местом прогулок и размышлений для горожан, живущих неподалеку. Я должна сказать, что страны из Северной Европы, скандинавские страны, вообще очень свободны от разного рода предубеждений и религиозных ограничений. Скажем, в Финляндии, в Хельсинки есть очень красивая церковь Калио, она 94 метра высотой. Так вот, когда я ее посещала, то застала там концерт электронной музыки. Обратите внимание на одежду посетителей, некоторые из них, кстати, были еще и с пивом. В нашем с вами сознании все это, конечно, чересчур, но для финнов это обычное дело. Есть в финской столице и другая церковь, Милюпуро. Это так вообще двухэтажная многофункциональная гостиная для прихожан, на первом этаже которой располагается кафе. Кстати, кому интересно, на моем втором канале есть подробное видео из Хельсинки, ссылка на него будет вот рядом со мной и, конечно же, в описании. В Западной Европе сейчас тоже можно встретить нечто подобное. В частности, в некоторых странах открывают кафе и рестораны в десакрализированных религиозных постройках. Например, в Словакии мы с мужем посетили уютное кафе, расположенное в здании старой, уже не действующей синагоги. А в итальянской Вероне мы с удовольствием ужинали в пиццерии, которая также располагается в старой, полуразрушенной, десакрализированной церкви. Все эти истории я рассказываю вам не как пример какой-то новой этики и отказа от старой, а как пример лояльности и более широкого взгляда на вещи, что ли. И вот эта идея взглянуть шире, понять, что кладбище – это место жизни, воспоминаний и глубоких размышлений об обществе, она активно продвигается на государственном и общеевропейском уровне через различные проекты. И один из них называется «Путь европейских кладбищ». Это туристический маршрут, основанный 11 лет назад Ассоциацией значимых кладбищ Европы, АСЦЕ. Да, есть и такая, она родом из итальянской Болоньи, и ей уже 20 лет. Цель ассоциации – популяризировать европейские кладбища как фундаментальную часть наследия человечества. Сейчас под крылом ассоциации более 150 значимых кладбищ по всей Европе, в Греции, Испании, Италии, разумеется, а еще в Норвегии, Словении, Австрии, Польше, Дании, Великобритании. В общем, смотрите карту, она перед вами. Маршрут европейских кладбищ, как я уже говорила, это проект АСЦЕ. Сейчас маршрут состоит из 63 кладбищ. Они расположены в 50 городах 20 стран Европы. Не запутались? 20 стран, 50 городов, 63 кладбища. Узнать, что кладбище входит в маршрут, довольно просто. Как правило, при входе есть соответствующая табличка. Также информацию можно найти на сайте проекта, посмотреть фото, почитать историю кладбища или, наконец, можно скачать мобильное приложение, которое называется «Артур», и использовать
использовать его непосредственно во время прогулки по кладбищу, чтобы получить текстовую и визуальную информацию о памятниках, могилах и знаменитых умерших, которые нашли здесь свой последний приют. Я добавлю, что путь европейских кладбищ – это сертифицированный культурный маршрут Совета Европы. Если вы не знаете, то я вам расскажу, что 24 года назад Совет Европы совместно с Европейской комиссией запустил программу под названием «Культурные маршруты» и периодически ее пополняет. Сейчас сертифицировано более 30 маршрутов, в их числе «Путь Святого Иакова», самый первый, кстати, получил сертификат, европейские маршруты Моцарта, «Керамический путь», «Направление Наполеона» и многие другие. Описание всех маршрутов вы без труда найдете на сайте Совета Европы. Кладбища Франции тоже входят в маршрут, но их совсем немного, в отличие от итальянских или испанских, например. Если верить карте, в проект входит знаменитое парижское кладбище Пер-Лашез, 2 кладбища в бретонском городе Рен, северное и западное, ну и 2 лионских кладбища, Круарус и Лаяс. Именно их я вам сегодня и предлагаю посмотреть. Итак, Лаяс. Кладбище располагается на холме Фурвьер, недалеко от базилики. Кстати, раньше погост и церковь соединяла железная дорога, по которой возили катафалки. Сейчас ее нет, но на ее месте есть отличная прогулка с подвесным мостом и красивыми видами на город. Я вам очень ее рекомендую, если вы еще там не гуляли. Кладбище Лаяс было основано в 1807 году, что делает его самым старым действующим кладбищем в городе. Это лионский аналог парижского Пер-Лашеза. Здесь нашли свое упокоение великие семьи города, а также люди, оказавшие огромное влияние на его историю. Место было выбрано не случайно, за пределами тогдашнего города, на холме. Того требовали тогдашние санитарные ограничения. Планировкой погоста занимался заместитель архитектора Лиона Джозеф Гай. Гробницы выровнены симметрично вокруг центрального круга. Массовые захоронения, еще разрешенные в то время на Лаяс, не планировались. Впоследствии кладбище расширялось трижды в 1809, 30 и 40 годах. Интересно, что в результате самая старая часть оказалась позади кладбища, а не у входа. На одном из новых участков появился так называемый «Каре де Претр», участок, зарезервированный для духовенства. Он до сих пор находится в ведении архиепископа. Его подарили каноники Антуан и Жозеф Кайемы, они похоронены здесь же, однако их могилы, по их собственному завещанию, не имеют никаких отличительных особенностей. Впрочем, в центре участка в их честь установлен памятник. Добавлю, что частью территории кладбища по сей день является Люнет-де-Луаяс, это фрагмент одной из первых оборонительных крепостей Лиона. Кладбище Луяс нередко называют музеем под открытым небом. Многие надгробия здесь настоящие архитектурные шедевры. Самая старая гробница механика-изобретателя Филиберта Жамбона датируется 1809 годом. Архитектура кладбища отличается большим разнообразием. Здесь есть ранние гробницы, выполненные в форме саркофагов. Есть более традиционные для XIX века гробницы с лежащими статуями. Есть памятники в стиле ар-деко и фактически часовни, выполненные в стиле неоготики. И такое количество красоты легко объясняется. Луяс был кладбищем богатых. Дело в том, что в 1830-е годы простое захоронение здесь начало стоить 34 франка. Сумма неподъемная для большинства жителей города. Поэтому бедные хоронили своих родных в братских могилах на кладбище Мадлен, о нем мы сегодня еще поговорим. Ну а богатые, что называется, могли себе позволить. Здесь покоятся писатели, врачи, художники, скульпторы, политики, несколько мэров города, включая Эдуарда Ирио. И, наконец, свой последний приют на этом кладбище нашел Пьер-Мари Бассан, архитектор базилики Фурвьер. Ну а теперь перенесемся на холм Круарус, который много лет назад был отдельным городом. Здесь в 1823 году было основано кладбище для захоронения местных жителей. Его план, а также вход были выполнены художником Антуаном Мари Шинаваром. Через 30 лет Круарус присоединился к Лиону, прежней территории кладбища стало не хватать, и в 1859 году совсем рядом появилось так называемое новое кладбище Круарус, которое по сей день отделяется от старого улицы Ипр. Она извивается, поворачивает и спускается к набережной реки Соне. Вход на новое кладбище с улицы Филиппа Лассаля был построен позже, уже в 20 веке, архитектором Пьером Бурде по просьбе тогдашнего мэра Эдуарда Ирио, о котором мы уже упоминали. Градоначальник хотел видеть серьезный монументальный вход в честь культа мертвых, и, прямо скажем, у них получилось. Мрачная постройка по моде тех лет с горящими солнцами действительно внушает трепет. Здесь тоже немало интересных и необычных надгробий, и среди прочих, конечно, очень выделяется памятник знаменитому
леонскому архитектору Тони Гарнье. Для тех, кто о нем не слышал, я предлагаю вам посмотреть мое старое видео об особенностях леонской архитектуры. Тони Гарнье своими разработками и идеями изменил и обогатил облик города. Ссылка будет в правом верхнем углу и, конечно же, в описании. Ну а сейчас я предлагаю вам переместиться в 8-й округ Лиона на кладбище Гильотер. Оно не входит в маршрут европейских кладбищ, но, на мой взгляд, совершенно незаслуженно. Итак, мемориальный комплекс Гильотер состоит из двух кладбищ – старого и нового, разделенных улицей Бертоло. Оба кладбища были основаны в XIX веке с небольшой разницей в 1822 и 1854 годах соответственно. Старое кладбище возникло взамен другого, еще более старого погоста – Мадлена, о котором я уже упоминала. Кладбище Мадлен, очень старое, было основано в 1695 году при небольшом хосписе неподалеку от замка Ламот. Поначалу здесь хоронили больных и бродяг, ну а позднее, в 1794 году, начали принимать и обычных горожан. Это кладбище было большим. К сожалению, старая карта города с точным расположением Мадлен почему-то недоступна на сайте Леонских архивов, поэтому я ввела вам очень примерный кружок. В 1866 году кладбище было закрыто и перенесено на новое кладбище Гильотер. Гильотер Нуво спроектировано в форме концентрических окружностей. Из центра, где расположена памятная стелла, в разные стороны бегут дорожки-лучи. Кстати, именно здесь вы без труда найдете фамильный склеп Винклер-Люмьер, где покоятся в том числе братья Огюст и Луи, изобретатели кинематографа. Эта часть кладбища самая пышная. Вокруг стеллы расположены очень красивые надгробия. Есть, например, роскошный белый памятник в стиле арт-деко. Под ним покоится Адольф Гариянд. Это производитель мебели и филантроп. На центральной аллее, которая упирается в леонских крематорий, расположены самые старые и внушительные памятники, украшенные скульптурами ангелов, львов, лошадей. В основном это могилы знаменитых промышленников Леона, семей Берлие, Пираж. Ну а если пойти в западном направлении, можно прийти к мемориалам. На белом каменном подиуме возвышается итальянский военный мемориал. Ну а рядом целый участок с одинаковыми белыми крестами. Но под ним не солдаты, а персонал хосписа Мадлен, и там продолжают хоронить медсестер. Кладбище сильно пострадало в мае 1944 года, когда американские военные по ошибке его бомбили. В южной части погоста на некоторых могилах сохранились повреждения. Там же, на южной стороне кладбища, рядом с крематорием, разбит так называемый сад памяти. Это специально спланированная, свободная от захоронений территория, на которой родные могут развеять прах своего умершего. С 2013 года во Франции наличие таких садов является обязательным для муниципалитетов с населением более 2000 человек. Это закон. Рискну предположить, что это сделано для того, чтобы сэкономить место. Несколько лет назад я была в Швейцарии и услышала от гида, который сопровождал нашу группу, очень интересную историю. В Швейцарии, оказывается, очень мало кладбищ, почти нет. А все потому, что швейцарцы предпочитают быть развеянными где-то в горах, чем лежать в земле. И это уже особенность национального мышления. Они говорят так: у нас маленькая, очень красивая страна, у нас сочные альпийские луга, горы, леса, поля, так зачем же мы будем портить нашу природу и отравлять нашу землю кладбищами? Разумная позиция, правда? Под кладбище действительно требуется много места, а у маленьких стран немного свободной земли. Гильотер по местным меркам большое кладбище, оно занимает 18 гектаров. Для сравнения, северное кладбище в Ростове-на-Дону занимает 400 гектаров. 400, там курсирует автобус. Представляете, сколько это земли? Ну а французы землю берегут, причем не только ее количество, но и качество. Я начну издалека. В Дни европейского наследия Леонский крематорий проводит экскурсию. До конца ее проходят, конечно, самые крепкие, таких, кстати, много. Ну а в начале идет довольно легкий рассказ об истории этого места. Леонский крематорий один из старейших во Франции. Он начал работу в 1913 году. Кстати, другие источники называют 919-911 годы. Решение о строительстве принял мэр города Эдуард Эррио, о котором мы сегодня с вами уже вспоминали. Крематорий был спроектирован архитектором Этьеном Курни, который, видимо, решил уколоть католическую церковь, которая, как известно, категорически осуждала кремацию, и спроектировал здание в виде креста. Крематорий очень красивый, если, конечно, так уместно говорить о крематориях. Он состоит из нескольких прощальных залов, и вот в одном из них, самом старом и внушительном, на стене выгравирована вот такая замечательная надпись: «Настоящая могила мертвых – это сердце живых». Но непосредственно кремация сейчас происходит в другом здании, расположенном рядом. И вот сейчас будут немножко криповые подробности. Если вы к ним не готовы, промотайте, пожалуйста, видео вот до этого момента. Ну а те, у кого крепкая нервная система, слушайте дальше. Нас провели, собственно, в процедурную. Было жарко во всех смыслах этого слова. Нам показали оборудование, описали процессы. В нашей группе была одна дама,
Я решила, что она писательница. Конечно, писательница и пишет какой-то хоррор, иначе зачем ей все эти мелкие подробности? В общем, она спросила, от чего зависит длительность процесса. Видимо, если крупный человек, значит и процесс дольше. Но оказалось, что нет. Процесс будет долгим, если в теле накопилось много консервантов. Они очень плохо горят. А теперь представьте, если любителя консервантов похоронят традиционным способом. Он травил себя при жизни и будет отравлять все вокруг после смерти. Так что кремация и развеивание праха в саду памяти – это еще и экологичный способ похорон. Сад памяти на кладбище Гильотьер был открыт осенью 1981 года. Он представляет собой площадку размером 360 квадратных метров, огороженную колумбариями. Площадка разбита на секторы, где высажены розовые кусты. Собственно, под ними и покоится прах умерших. Под некоторыми кустами есть таблички с именами, но не везде. Кто-то просто не захотел за нее заплатить, а кто-то не пришел за урной. Так, к сожалению, тоже иногда бывает по разным причинам. Через год такой невостребованный прах развеивают здесь же, в саду памяти. Чтобы никто не был забыт, сад оборудован компьютерным терминалом, где хранятся имена всех, чей прах здесь покоится. Чуть дальше есть еще одно специально оборудованное пространство, тоже своего рода сад памяти. Это своеобразная клумба, где можно оставить живые цветы или сувенир в память об умерших, которые не имеют могилы. А вот почему у них нет могилы, это очень интересная история. Если вы уже проматывали неприятные подробности, прошу вас сделать еще раз вот до этого места, пожалуйста. Ну а вы, мои оставшиеся крепыши, обратите внимание на этот непримечательный памятник в кустах. Его установила Ассоциация пожертвования тел Лионского региона. Она действует более 30 лет при университете Клода Бернара, который специализируется в области науки, технологий и здравоохранения. Так вот, ежегодно 300 человек жертвуют этой ассоциации свои останки. Всего же по Франции, по некоторым данным, 2500 человек ежегодно передают свои тела для нужд медицины. До 60-х годов прошлого века этот вопрос решался проще. Наука забирала тела заключенных, приговоренных к смертной казни или невостребованные останки. Но сейчас смертная казнь отменена, брошенных тел стало гораздо меньше, а потребности исследователей, наоборот, возросли. Поэтому гражданам предлагается самим решить, хотят ли они помочь живым после своей смерти. Есть специальная процедура, которая регламентирует этот процесс. Есть условия, которые нужно соблюсти, чтобы тело было принято. Скажу только, что решение это добровольное, взвешенное, оплаченное и согласованное с родственниками. Обычно после завершения исследовательской или учебной работы тело кремируют, а прах развеивают вот в таком саду, и сюда могут прийти родственники, чтобы оставить цветы и вспомнить о своем умершем. По другую сторону от крематория разбит не менее красивый сад. Здесь мы видим уже традиционные захоронения, вокруг которых высажено множество цветов и благоухающих кустарников. В сердце этого тихого сада небольшой пруд, в котором живут разноцветные карпы-кои. Это один из самых популярных в Азии, да и во всем мире, видов рыб для декоративных прудов. Через пруд переброшен изящный мостик, рядом журчит небольшой водопад. Тут создана атмосфера спокойствия, умиротворения, идеальная для медитации и размышлений о прошлом и будущем. Словом, сделано все, чтобы подчеркнуть главную мысль нашей с вами сегодняшней беседы. Кладбище – это не только про смерть, но и про жизнь, про красоту, память и историю. На новом кладбище Гильотьер, помимо могилы братьев Люмьер, вы также можете посетить место захоронения Мариуса Берлие, лионского автомобилестроителя, о котором я как-то подробно рассказывала у себя в Инстаграме. В той же записи, кстати, я упоминала и французского офтальмолога, изобретателя диоптрии Фердинанда Монайера, который также захоронен здесь, на Гильотьер-Нуво. Ну и, наконец, создатель музея машин Анри Маллартр также упокоен здесь. О его музее я подробно рассказывала вот в этом выпуске. Посмотрите, пожалуйста, если еще не видели. Ну а теперь пришло время признаваться. Колитесь, сколько раз промотали неприятные подробности. Пишите в комментариях, а еще дайте знать, если тема вас не смутила, а даже наоборот заинтересовала и заставила взглянуть на мрачные вещи более светлым философским взглядом. Я буду рада всем вашим комментариям. Проклятие тоже пишите, я пойму и приму. Да, и как всегда, все полезные ссылки вы найдете в описании под этим видео. И еще, друзья, выпуск у меня сегодня получился просто огромный. Я, наивная девушка, думала вместить в него еще и прогулку по парижскому кладбищу Пэр-Лашез и посещение самого красивого кладбища в мире генуэзского Стальена. Оба они также входят в маршрут европейских кладбищ, поэтому спрашиваю, сделать ли еще один отдельный выпуск, посвященный этим двум невероятно интересным и красивым местам? Дайте, пожалуйста, обратную связь, как всегда, в комментариях. Еще раз призываю вас подписываться, если еще не, ставить лайки и оставлять отзывы.
Это очень помогает развитию канала. Ваша активность под видео – лучшая благодарность мне за проделанную работу. Друзья, я очень вас люблю, берегите себя. Всего вам самого доброго и до очень скорой встречи. Пока-пока.